Вы когда-нибудь чувствовали, как после пары кусочков ананаса ваш язык начинает неприятно покалывать? Будто вы едите ананас, а он в ответ пытается съесть вас. Это не шутка и не аллергия. Сегодня мы узнаем, что будет, если столкнуть этот фрукт-убийцу с настоящими бронированными монстрами микромира – нематодами. Привет всем, я Виктор и вы на канале Под микроскопом. Сегодня у нас по-настоящему жесткий эксперимент. Мы проверим, сможет ли свежий сок ананаса заживо переварить червей, которые не берут многие химикаты. Погнали! Многие думают, что ананас кислый из-за витамина С, но его главное оружие – это бромелаин. Это такой хитрый фермент, задача которого – расщеплять белки. Представьте, что это микроскопические ножницы, которые стригут все на части. Почему я режу именно сердцевину? Потому что там самая жесть. В этой жестокой палке в центре ананаса концентрация бромелаина просто зашкаливает. И именно поэтому, когда мы его едим, сок начинает растворять слизистую нашего рта. Мы буквально чувствуем, как фермент пытается нас переварить. А теперь представьте, если он так действует на нас, огромных людей, что он сделает с маленьким червячком? В теории нематода должна просто раствориться в этом соке, как сахар в чае. Но эти ребята те еще орешки. У них есть защитная оболочка, которая считается почти непробиваемой. Ну что, проверим кто кого, фрукт или червь? А вот и наши подопытные. Друзья, вы только посмотрите на этот ужас. Я их специально развел для наших видео и, кажется, перестарался. Их тут просто бесчисленное количество. Смотрите, они буквально сплелись в один живой клубок. Напоминает какое-то логово змей из фильмов. Красота, правда? Тут и совсем крошечные малыши, и огромные особи, и даже самка с яйцами внутри. Видите эти темные точки в теле? Это будущие поколения. Они очень активные, постоянно в движении. Кажется, они чувствуют себя прекрасно. Пока что. Сейчас мы добавим им немного тропического рая и посмотрим, как изменится их настроение. Пошла первая капля сока. Внимание на экран. Ого! Видели это? Первые 10 секунд они просто замерли. Шок. Будто на них вылили ведро ледяной воды. Но подождите, они начали приходить в себя. Видимо, первая доза была для них просто странной. Оклемались, вернулись в свой ритм. Им явно не нравится, но они продолжают ползать. Проходит минута. Добавляем вторую дозу. Теперь сока уже больше. Но смотрите, реакция уже не такая резкая. Они как будто привыкают. Маринуются в ананасе уже 2 минуты. И знаете что? Пока никаких изменений. Они так же активны, как если бы плавали в обычной чистой воде. Неужели бромелайн пасует перед этими ребятами? Ладно, пора повышать ставки. Третья капля. Прошло уже 3 минуты. И вот теперь мы видим первые потери. Посмотрите на маленьких нематод. Многие из них замерли. А вот и крупные экземпляры. У них начались конвульсии. Видно, что их тело сокращается как-то неестественно. Им точно не по вкусу этот коктейль. Они замедляются, движения становятся тяжелыми. Знаете, это похоже на то, как человек пытается бежать в густом сиропе, который еще и щиплет со всех сторон. Проходит 6 минут. Мы постоянно добавляем сок. Концентрация уже запредельная. Но я, если честно, жду другого. Я думал, мы увидим, как их оболочка буквально лопается или растворяется на глазах. А они просто замирают. Сок их убивает, но не разъедает, как обещали легенды. Я решил пойти на хитрость. Есть такая теория, что бромелайн в самом ананасе немного спит из-за высокой кислотности сока. Чтобы его разбудить и заставить работать на полную мощь, нужна нейтральная среда. Добавляем обычную пищевую соду. Сейчас кислота должна нейтрализовать, и наш фермент должен превратиться в бешеного зверя, который начнет крушить белки червей. Ну что, смотрим. Сценарий почти тот же, нематоды погибают. За 30 минут сок победил почти всех. Но мы так и не увидели, что их тела разрушились. Оболочка осталась целой. Почему же так вышло? Почему ананас не растворил их, как обещали в комментариях?
Скорее всего, дело в той самой защитной оболочке, кутикуле. Она у нематод настолько прочная, что даже мощный бромелайн не может прогрызть ее быстро. Ананас убивает их, возможно, проникая внутрь через рот или поры, вызывая химический шок. Но снаружи они остаются целыми. Так что, друзья, ананас штука мощная, нематод он победил за полчаса, но мгновенного растворения монстров не случилось. Если вам понравился этот эксперимент, обязательно поставьте лайк, пишите в комментариях, что еще можно засунуть под микроскоп и проверить на прочность. Я читаю все ваши идеи. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые битвы микромира. С вами был Виктор, канал под микроскопом. Всем пока и до новых встреч в окуляре.